И всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и очень редко стримы. Почему? Потому что подобные стримы с прожаркой устройств у нас обычно на канале Польза стрима. Сейчас мы с вами жарить будем Poco X7. Параллельно, разумеется, мы с вами пообщаемся по поводу презентации Poco X7. И это печаль, потому что у меня идет задвоение звука, но сейчас я разберусь. Как всегда, у меня стримы довольно редкое явление, и я уверен, что все у нас получится. Вот сейчас вы видите, как на Poco X7 скачивается Genshin Impact. Кому не лень, надеюсь, что вы подпишетесь на YouTube-канал с колоколом. У нас пока еще 3 минуты есть для того, чтобы я все настроил. Если у кого-то есть какие-то вопросы, X7 Pro у меня тоже будет чуть-чуть раньше, но вопрос когда и не факт, потому что X7 технически мне попал вообще от человека, который у меня покупает смартфоны. И это хорошо. Как говорится, лучше, когда что-то работает, чем когда что-то не работает. Сейчас я 5 секунд все закрою. Как раз мы с вами сможем разобраться, что и как здесь делать. Напоминаю, что вот это у нас вот такая схема, когда мы с вами тестируем какие-то устройства, допустим, измеряя яркость, шим и все остальное мы проверим на Poco X7. Но сегодня, разумеется, база это не то, что мы будем тестировать каким-то образом это устройство, это база в том, что мы с вами благополучным образом будем смотреть, что смогут предложить Poco по ценам. Потому что кроме цен, ну, по большому счету ничего не интересно. В телеграм-канале скидок у меня есть ссылка на уже открытие продаж на Алишке. Потом она 17-го будет еще на других площадках, вроде на Озоне. Насколько все будет весело, мы узнаем позже. Но на данный момент мы точно можем сказать, что сегодня у нас очень выгодный ценник на... Точнее не а на этот смарт будет только если вы получите в числе первых бонус. Бонусы там обещают браслеты, часы, но мы сейчас увидим плотнее. И как мы прекрасно знаем, что покафоны, скорее всего, пойдут дешевле позже. Вот. Пока они старт не начали, можно переключиться, в принципе, на их основную страницу. Давайте здороваться, кто пришел, как кого зовут. Кого не видели давно, здесь я очень давно не делал стримы. Думаю, что зря. Можете писать, не зря или зря. Вот там у меня закреплена наверху ссылочка с исходниками фотографий для этого смартфона. Ал, по поводу мусора и всего остального, любые оскорбления любых брендов на стриме, воспоминания о платформах, блогеров до миллиона, любые оскорбления друг друга касаются баном, потому что у нас здесь база не в том, чтобы мы собрались в большом количестве, а в том, чтобы мы со взаимным уважением пообщались по поводу железки. И всегда помним, что ценники, они указывают в долларах, и то, что какие-то национальные валюты чуть-чуть просели, они не виноваты. То есть, допустим, вот недавно у меня был экземпляр, можете посмотреть на канале для стримов, что мы обозревали. Он как стоил $500, так и стоит из года в год. Но народу кажется дороже. Почему? Потому что курс доллара другой, и все. Не забываем прожать лайк все, кто пришли, потому что если хотите, чтобы подобные кейсы я иногда обозревал, иногда мы с вами собирались, то надеюсь, что вы... О, понеслась. Если будет слишком громко, напишите. Я сейчас регулирую громкость. Все. Full speed. Вообще покафоны, начиная с F3, я бы сказал, что никого не расстраивают. Но это мягко скажем. Вот он, Poco F3 для примера. Глава маркетинга. А почему? 7 лет они уже продают эти смарты. Будем считать, что... 4 миллиона смартфонов они... 74 миллиона смартфонов они продали. Кстати, вот им я верю. Если всех остальных я доверяю так скептически, почему-то, потому что они не всегда честны, то эти типы, я им верю. По поводу количества. Все. Более уникальные дисплеи, вся остальная прелесть. Кстати, для справки я буду это дело сравнивать с Poco X6 Pro.
вот с этим вот делом. И по съемке вы увидите, стоит ли Poco X7 брать или нет. Во всяком случае, спойлерну, что не все так волшебно, как всегда, и все. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Огромное спасибо, что вы дошли. Разумеется, здесь будет преимущественно вот это вот bigger, better, bolder. То есть, что они вот лучше. Хотя мы все, ну ладно, честно, мы ждем X7 Pro и честно, мы ждем версию F. То есть, что будет в F-ке, будет ли это, понятно, какой смартфон недавно, я его обозревал или нет. В общем, они вспоминают X3, X4, X5, X6, хотя у меня в памяти только X3 Pro и, по большому счету, X6 Pro. То есть только прошки. Я не знаю, кто покупает X'ы? Легенда. Да, они при любом раскладе будут легендой. И вы легенда, потому что вы днем на устающем YouTube общаетесь по поводу железок, не экономики, не политики. То есть ваш мозг еще не сломался. Чему я безумно рад. Давайте все, честно будем общаться по-легкому, потому что если я буду напрягаться, вам будет тоже не весело. В целом, девайс интересный, вопрос цены, я вангую 200-250 долларов, если будет 200 баксов эта штука, это будет вообще снос башки. У них сейчас промокодики, по-моему, по 25 долларов есть. Вот он о чем говорит, мне, если честно, не интересно, как и вам, большинству. Мне больше всего интересно даже не спеки, а стоимость. Давайте сразу промотаем, да, стоимость и сразу начнем тестировать. К слову, вот он качается у меня Genshin Impact при скорости 3 мегабайта в секунду, и это очень медленно. То есть с Wi-Fi здесь в X7 я бы не все радовался. Петр, мы не вспоминаем 3 буквы, мы вспоминаем только 3 буквы, когда поднимаем руку, и оно пошло оно все понятно куда. А вот эти 3 буквы, понятно, что необходимы для того, чтобы кому-то помогать. Какие-то 3 буквы, которые вы сейчас назвали. Но, опять же, это тест на интеллект. Когда-то 25 лет назад, когда я попал... Так, 94.2.0, 84.2.0, особо разницы, кстати, хотя они рассказывают и нету, но есть особая разница по скорости внутренней памяти. Вот она прям здесь очень хороша, меня она прям радовала. Так вот, изогнутый, да, к сожалению, X7 у нас изогнутый экран, и может быть, знаете, в чем прикол, почему они так сделали? Потому что они хотели отличаться. То есть сейчас все сделают прямые экраны, ты какие смартфоны не возьми, там Palace прямой практически, там 14T тот же прямой, там вот все, 15 Pro, то есть все флагманы идут прямые. И сделать что-то не как все, может быть, в этом и была их идея. Я не оцениваю сейчас, мне нравятся прямые экраны. Просто вполне возможно, вам будут нравиться какие-то другие экраны, и кому-то реально нравятся изогнутые. Как, допустим, Realme себя пиарят все время. Они говорят, вот у нас изогнутый экран на телевик. Ну, то есть, таким образом они себя продают на 20% дороже. Это он про GPU нам рассказывает. Вообще, со всеми этими скоростями я вам скажу мое мнение, вот субъективное, по поводу этих железок. Главное, чтобы нормально работало. В каких ситуациях? Нормально звонить, хороший тач, хороший яркий экран, живая батарея, хороший Wi-Fi. Вот сейчас я пока это, к сожалению, не наблюдаю. И вот эти баллы в Antutu, ну, мы берем, допустим, Poco X6 Pro, я напомню вам, опять же, на презентации Poco же можно рассказать про Poco. Вот я недавно его прогнал, вот Poco X6 Pro. Мы все благополучно его покупали по 20-ке, я его, кстати, разыгрываю на канале. Напоминаю, что для участия в розыгрыше ежемесячном Poco X6 Pro необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, подписаться на телеграм-канал скидок, в котором как раз есть промокод уже на X7 Pro 25 баксов. И все, и вы автоматически будете в розыгрыше каждый месяц на канале для стримов, где проходят вот подобные прожарки. Только единственное, мы там не болтаем, мы 3 раза прогоняем в Antutu, измеряем яркость, измеряем шим, и потом играем, обсуждаем железку. Вот, да. Александр Годун, да, Годун. Ну, давайте объективно, нам еще камера нужна, но камеры на покафонах, к сожалению, X6 Pro, вот когда я с этим погонял, ну, очень даже достойно себя показал, я тебе скажу. Как тебе Poco X7 Pro? Дядя, я еще его не тестировал. По поводу вот этих новых батарей, вот сейчас они рассказывают про 5000 мАч, две ячейки у батареи. Но вопрос количества перезарядов. Если они нам сейчас скажут, что помимо 6000 часов количество зарядок стало больше, как я знаю, их становится меньше. И скорость зарядки больше. Будет круто.
Но, кстати, он у меня зарядился почему-то за минут 45, вот когда я сейчас с нуля его заряжал. 14,5 часов condition use. Опять же, смотрите, они каким образом нас наегоривают, хотя я Poco очень люблю. Они не указывают яркость экрана, то есть это автояркость, 350 люксов или нет, 400, 600. То есть у нас фактически они вот это рассказали и о чем. Реклама везде, в этом Poco только прошивкой устраняется. Киса. Но поэтому ты покупаешь железку за очень низкий ценник, у которой есть перспектива. То есть с камерой можно похимичить, можно постановочно, да и даже если у тебя смартфон, не знаю, по 100 тысяч рублей, ты все равно не будешь фотографировать или делать видео хорошо, если у тебя нет скиллов и руки из одного места. Это де-факто. Заряжается 42 минуты. Да, не особо у меня сошлось, что он у меня заряжался за 42 минуты. У меня почему-то заряжался он 45, по-моему. Или 50. Нет, 45. 45 или 47. Опять же, они, наверное, не с нуля его тестировали, там какая-нибудь опять звездочка, что там с 5%, еще какая-нибудь лабутень. Абсолютная победа. У кого-то там 14 часов, у кого-то 11. Говорю, что меня интересует, каким образом мы тестируем. Мы гоняем его в PUBG New State на максимальной яркости, в PUBG, в Genshin Impact, иногда гоняем в Warzone. Смотрим, как работает тач, как работает яркость, как он сбрасывает. И что-то там еще. 1000 циклов. Так, а сколько было у прошлого? Кто-нибудь помнит? Сколько циклов батарея переживала Вообще, как я знаю, 500 у него должно быть. Это, наверное, до 100, но он что-то мне подсказывает, что он врет. Poco X6 Pro, количество циклов зарядки. Xiaomi HyperOS версии 2, отлично. По поводу вот как раз всех этих хайперов и всего остального. На Poco X6 Pro тоже 1000 была. Ну ладно. Вот, допустим, Poco F3, я очень часто его вспоминаю, потому что он у меня до сих пор в использовании. Он прям, несмотря на количество баллов в Antutu, у меня люто тормозит. Мне кажется, что на кастом надо шить, если у тебя уже давно смартфон, потому что новые прошивки его чуть-чуть, мягко скажем, убивают. Файл Bust Optimization, это вот это все эти функции с И, это о чем-нибудь ему поговорить. То есть это из разряда, ты должен кэш очистить, там, и т.д. и т.п. Это все не важно, если у него быстрая внутренняя память, если быстрый процессор, сопроцессор и все остальное. 1000 циклов, это мы 2 умножаем, 500 умножаем на 2, да. Мне кажется, каждая по 500, в этом-то прикол, потому что вот эта современная их зарядка, ну, увидим сейчас. Потому что, вы понимаете, скорее всего, они ценник оставили такой же, а на другие продукты понятия не имею. Я же с вами смотрю презу. Wild Boost Optimization, такая же лабутень. Что, во-первых, перегревы это всегда плохо. Денис, ну значит они уже погоняли китайские смарты, и в глобалке выгоднее так. И все. Раньше было 1000 циклов и падения до 80, теперь 1000 циклов и падения до 80. Да, и учитывая, Кларк, что это никто не сможет предъявить, можно любые цифры ставить. 30 FPS в AI Performance... Да, они бы, вот тоже, мне знаете, что говорят очень часто? Вот сейчас они рассказывают про AI Performance Scheduling. Проще говоря, улучшение картинки во время игры. По мне, главное, чтобы смарт вообще вывозил, допустим, тот же Genshin Impact на максималках. А вот это вот AI Super Resolution, то есть супер разрешение, когда там пиксели вообще не видишь. Магия в том, что они даже на 30 FPS могут уже, мягко скажем, гореть. То есть они могут просто-напросто не держать яркости. И зачем нам это улучшение картинки, если яркость он будет сбрасывать? Все, кто пришел, не забудьте, пожалуйста, лайк проставить. Вас 700 человек, и я безумно буду рад, что если вы утрудите себя и поставите палец вверх. F3 уже батарея не держит. Алик, ну у меня пока держит, потому что я не так ее и мучаю. И минус во всех Poco и Xiaomi это то, что они держат приложение в фоне. Михаил, приятно, что вы рисуете и слушаете. Сколько польские кроны, или у вас кроны злотые, я не знаю. Кроны это в Чехии или в Швейцарии. В Чехии, по-моему. Шведская, в Швеции. 4 апдейта игрового экспириенса. Понятно аудио, понятно AI
АИ, понятно, АИ разрешение. И, в общем, ну, скажем так, хорошо, интересно. Но 99% мы сидим и ждем цену. Reshape your expectations. Вы заметите, сколько лет прошло, а все еще все картинки основаны на PUBG. И говорят, что игра изжила себя. Даже реклама идет у смартфонов через PUBG. На секундочку. Еще раз, не прошу вас подписаться на ТГ скидок, где 25-баксовый купон. Поставьте лайк, други. А кто в записи пишет, продолжаем. Кроны в Новиграде. Чехия, Швеция. Вадим, ну окей. Я знаю, где баты, где юани, где доллары. Что можно купить в соотношении цены-качества взамен Realme 8. Что угодно в $300. Я не думаю, что 300 у Poco X7 не будет $300 цена. Я думаю, что Poco X7 они сделают. Вот я сейчас повангую. Плюс-минус они по-любому уже слили каким-нибудь своим супер друзьям. Я прям уверен. И я знаю их контакты. Вот контакты обещают 250 на X7 верхний потолок и 300 на X7 Pro. Но помним, что они еще обещают браслеты, там первые 300 штук кто купит, и еще всякие плюшки. Если X7 Pro будет 300 баксов в минималке, это будет прям цвет, блеск, красота. Неважно, с чем они там сравнивают. Я еще раз повторяюсь, у Poco есть своя экосистема, нечего с нее и свои суперспособности. Камера — это не суперспособности Poco. Кастомизация, безумное количество просто фанатов. Неплохой user experience, хорошая яркость, быстрая зарядка. Вот это все про него. Зарядка, игры, горячее чего? Для охлаждения, ну посмотрим. Liquid Technology 4.0. Сейчас они нам в миллиметрах еще расскажут, сколько здесь великое, ужасное покрытие. А нет, не рассказали, сколько у нас охлаждающий элемент в миллиметрах, тысячах. Там 9000 миллиметров, ну жги. 5000 квадратных миллиметров. 5000 не так и много, кстати. Они бы лучше выпустили, кстати, знаете что, кулер. Я думаю, напишите плюсик. Что именно, что он говорит, плюсик? Ну хорошо. Вот. Я считаю, что если бы они кулер свой выпустили, это было бы нереально круто. Кулер, какой-нибудь Powerbank, если у них есть беспроводная зарядка в X7 Pro. Или, ну, в общем, какие-нибудь такие фишки. Кулер был бы в тему. И геймпад. Вот геймпад блютусный, как у айкушки. То есть, если они начнут это делать, я думаю, что людей больше желающих появится, потому что тачи все равно не, ну, нет здесь сенсоров. Триггеров нету, не хватает триггеров. Короче, в X7 Pro они обещают 6000 мАч зарядку. Ну все правильно, видите, у меня и зарядка была дольше, потому что это я про X7 рассказывал. LPDDR5X UFS 4.0 это жир. Dimensity 8420 Ultra не особо отличается от прошлого, но спасибо, что поменяли и улучшили. Еще раз напоминаю, кому не жалко, проставьте лайк. Огромное вам спасибо за то, что зашли. Будут предлагать игры, сидя в морозилке. Как вариант, да. Артем, ну вся жизнь маркетинг в каком-то смысле. Poco X7 это улучшенная версия. Ну серьезно, Вадим, вот с чем я не согласен, так это то, как вы рассказываете про всякие Realme, у которых вообще потеряна граница нормальных цен. Вот у них вообще ценники просто из телевиков и рекламы. Вот им сказали, у нас есть блогеры и у вас есть телевики, и мы вас продадим по любым ценникам. Вот их миссия, я бы сказал. Так, 7, зеленый, желтый. Сколько стоит X7 Pro? Ждем. Ждем. Черный, да вообще всем все равно на цвета. Желтый есть и огонь. На Али 27700 на 7 Pro жир. Жир. Если на Али 7 Pro уже, это прям вообще жир. Ну-ка. И там еще есть промик. Ну-ка, я сейчас попробую. Кстати. Finally. Чего там? IP68 это тоже цвет. Потому что все-таки они уже начали везде появляться, защита от влаги. Другой вопрос, они бы еще объяснили гарантию вот этого IP68, было бы очень круто. И нам бы было как минимум спокойнее. Нет, я не вижу пока ценника. 32 600, 12 512. 12 500, 27 743. Вообще блеск.
скин, но это вы не про российский рубль пишете. В российских рублях 27 тысяч, то есть в долларах он будет где-то 240, 235. А Польша 3200 злотых. Но 3200 нет. Но это они загнули. Я вам сейчас покажу на X7. Я уверен, что здесь будет примерно та же история. Друзья, ну что, не набьем 500 лайков, если вас здесь 800 человек? Кому не жалко, поставьте лайк. Тем более, если будете участвовать потом когда-нибудь в розыгрыше, понадобится. Не комментарий же писать. 120 Гц, никаких 144 или 185, как, допустим, у тех же Asus'ов, у них нет. Но опять же, где там нужно тебе 185 Гц? Лучше бы 120 везде было. В том же PUBG обычном, не в Genshin Impact. Он бы лупил и все. И еще раз повторяюсь, вот обратите внимание, кто следит за моим каналом, Wi-Fi, конечно, здесь ATAS. В закрепленном сообщении еще раз моя личная телега. И вот сейчас, давайте пока в режиме реального времени у нас идет стрим, я начну туда выгружать исходники фотографий на Poco X7. Вы не против? Напишите плюсик, поставьте лайк. Если хотите увидеть там исходники фото на Poco X7, тем более их там эгегей сколько. И в RAW формате тоже. Ну не эгегей, но 100 штук есть. 100 штук скинуть вам? Я думаю, скинуть. Раз. А почему 81 показано? Ну 81 и еще будет эти. RAW формат. И магия в том, что да, вы с других смартфонов можете, да, и RAW еще 15. Плюсики и лайки. И исходнички фоток. Уже по ссылке в описании идут. Летят, я бы сказал даже. Двойной GPS, ну Dual GPS вообще в принципе в дешевых смартфонах не встречается. В Poco, по-моему, он и так был. Я сейчас, кстати, проверю. Что-то там и АИ. Ну, вот это вот АИ, АИ рекордер, АИ субтитры, АИ еще что-то там, АИ фильм. Телевик бы поставили нормальный, или не затычку на фронталку, или не затычку. Вот они, ну, с другой стороны, а как они средние смартфоны среднего ценового сегмента, да, будут продавать? Никак. С начала стрима брать, не брать, мы сейчас увидим. Если, как обещано, на Али будет 27 цена, брать. Брать. Я вот это вот с покафонами, вот эти приколы, когда, знаете, вот ты еще чуть-чуть подождешь, с F-серии такая же история была. Мы такие, вот мы сейчас подождем, будем ее покупать по 23. И как-то она не дропнулась, и как она висела, 28, потом курс прыгнул, потом еще что-то, и все. Мы датчик приближения проверим. На X7, я думаю, что X7 Pro будет такой же. Кстати, правильно вы вспомнили. Донат работает, но я... А где я его вообще закинул? Вы хотите кинуть мне донат? Лучше поставьте мне лайк. На какой еще стрим вы придете, что вам сказали? Просто поставьте лайк. Донаты на канале для стримов есть. Вот. Вспомнили. Это химия. При том, что это отвлекает от стрима. Вот донаты. Симпатичный компакт. Так. X7 Pro 702 доллара. 703 доллара. Но это дорого. Хотя 12512 может и недорого. Хотя я сейчас скажу. По-моему, это все-таки дорого. В России это дело выходит 32 тысячи. То есть это 280 баксов. Да, 280 долларов. 32 по 120 курс сейчас на Али. Ну, даже 110. 32, раз, два, три, делить на 110. Равно 290 баксов он выходит. 12 Pro, X7 Pro на 12512. Вот видите, кстати, как регионы, я говорю, электроника в России самые низкие ценники в долларах. Нигде, я где только не был, в Японии, в Малайзии, в Сингапуре. Сейчас полечу в Гонконг, везде, даже вот в Китае у меня народ покупает. Все, что они покупают, это дороже, чем я покупаю в России. А я покупаю в России очень много. Вот. Кроме яблок. Яблоки дешевле покупать за границей, потому что можно получить вычет налоговый при вылете. Селфи 20 мегапикселей. Короче, все эти селфи, это про X7 Pro рассказывают. Я очень сильно сомневаюсь, но на X7 можете посмотреть уже исходники в личке. Будет обзор на маленький Xiaomi 15. Разумеется, да, вот Xiaomi 15, вот Xiaomi 15 Pro. А нет, 14T, это 15 Pro, это 15. Все в пути, но видите, сейчас много глобалок, то есть я сейчас завтра буду вам рассказывать про глобальный OnePlus 13.
Сегодня, может быть, еще будет прожарка его. Послезавтра, может быть, будет, скорее всего, через 2 дня будет обзор на X7. И где-то через дня 3-4 на X7 Pro будет уже прожарка. Меня плохо слышно. Но нет, я если смотрю, я могу громче говорить. Говорить громче, поставьте 2 плюсика. В Дубае дешевле не совсем. Почему? Потому что, смотря что, Poco дешевле в долларах. 290 баксов, вы хотите сказать, что Poco... 5 секунд? Нет, нельзя. Poco X7 Pro дешевле, чем 290 долларов? 12512? Ой, мне кажется, что вы чуть-чуть загоняете. Everybody lies. Норм звук. Хорошо. Как думаешь, какая будет цена здесь в евро? Здесь это... в Германии понятия не имею. Я не знаю, какие у вас налоги, но у вас по предзаказу обычно очень вкусные ценники. Что на OnePlus, что на Poco. То есть в Европе и США по предзаказу, у всех остальных, ну, мягко скажем, необходимо ждать. Так, окей, если плохой звук, можно чуть-чуть... Так, это они нам красоту настраивают. Фильтры. Еще чуть-чуть усиление делаю. Вот так должно быть хорошо. Вот так даже те, кто плохо слышит, будут слышать хорошо. Должны. Но не факт. Будем надеяться, что будут. Чувствую, мне надо панели здесь будет вешать. 1000 человек. Не забываем прожать лайк. Еще раз повторяюсь. Заметьте, у меня, по-моему, даже донат я туда в итоге не скинул. Где-то у меня есть донат. Донат сюда, там 50-я строчка в описании. Лайки. Лайки. 1000 лайков сегодня набьем. Будет круто. Буду вам благодарен. Но пока я все равно буду разыгрывать Poco X6 Pro, Poco X7 Pro. Увидим потом. Слышно отлично. Может быть, какое-то время Poco X7 Pro начну. Звук хороший. Ну, я еще чуть-чуть сделал громче. Лучше, но не громко. Ну, друзья, объективно можно очень делать громко. Dynamic shots, story behind each shot. Вот это вот рассказы по поводу фотографии на X7 Pro, это да, отдельная история для мазохиста, потому что если вы хотите покупать себе смартфон, который нормально фотографирует и делает видео, ну, он нормально фотографирует и делает видео. Я не знаю, как мягко сказать, только у людей покафонов. Почти все аналоги в эти деньги будут сфотографировать лучше. Но видео не факт, что будут делать лучше. Брать ли X7 или X7 Pro? Однозначно X7 Pro. То есть, если ты берешь линейку X, там будет шаг, ну, 5000 рублей. Ну, там, не знаю, $50. Докинь, и у тебя будет просто пушка-бомба-гонка на Гондо 2 минимум. Когда ты берешь X7, это специфическая штука. Батербек, только если у вас есть какой-то знакомый. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, что зашли. Вместе обсуждаем железки. Рано или поздно начнем с вами вот это вот дело жарить. Это Poco X7 живой. Он, бедный, пытается у меня скачать Genshin Impact уже очень давно. Ему очень плохо. Я не понимаю, почему такой медленный Wi-Fi. Потому что мой Wi-Fi работает со скоростью примерно... Ну вот у меня телефоны обычно качают гигабитные. Со скоростью 30 мегабайт в секунду. Этот качает со скоростью 3 мегабайта в секунду. Ровно в 10 раз медленнее. Ладно, это супер флагманы. Но, опять же, в этом ценовом сегменте обычно смартфоны качают, ну, со скоростью, ну, 15-17 мегабайт в секунду. Я не знаю, что за история такая. К сожалению, да, на основном модуле только 4К 30 FPS на Poco X7. На Poco X7 Pro они шикарным образом, я не вижу, чтобы они что-то сказали. Если они туда добавили, наконец-то, я очень на это надеюсь, 4К 60 FPS, я буду очень рад. Но пока я вижу только это то, что Sony IMX 882 и все. То есть спеков, чтобы он мог снимать 4К 60 FPS. Вот вы смотрели презу, вы видели там что-нибудь? Ну где? Только вот Sony IMX 882, это будет прорыв, если он может снимать апертура 1.5. Ну отлично, а какое максимальное разрешение для основы и для фронталки? Они, видите, им надо как-то продавать в 4К 60 FPS ту серию. Вот они Т-серию как-то пытаются продавать, и потому что они пытаются ее продавать, у них, к сожалению, необходимо топить бедные Poco. Так, дисплей X6 Pro, понятно. Вот мне на дисплее вообще глубоко все равно. Меня интересует модуль OV64 Sony 882. Да что ж вы такие подлецы.
369 долларов, а в итоге на Али получается он в России 290 баксов вот сейчас, если у них ценник будет реально после старта продаж такой же. К слову, почти все исходники фотографий выгружены. Напоминаю, что в прикрепе вы можете наблюдать, где в телеге я скинул уже исходники на этот великолепный смартфон. Every single чего-то там. 339 долларов, где хоть какая-то надпись IP68, круто, было 67, это у А55, у этого 67, ну, вот А50, с А55 вообще сравнивать с Samsung нечего, почему? Потому что в А55 все-таки фотки лучше, фронталка бомба, но это самая тормознутая металлическая рамки, что есть вообще на рынке. То есть Samsung тормозят, кроме флагманов, по мне все, с разной степенью эффективности. Если ты хочешь в 30-ку что-то брать, лучше Honor 200 тогда уж брать. Было бы. Да, добавили 4К 60 FPS. Ну, все, жир. Ну, опять же, это в Turbo 4 есть 4К 60 FPS. А если в X7 Pro, это вопрос дня. Так, 12512, 339 долларов они пишут, что со всеми скидками. Ну, де-факто, вот сейчас, еще раз повторяюсь, что с промиком на Али выйдет он 290 долларов. Но мы помним, что 15 баксов вам надо будет отдать таможню. А это еще 1500 рублей, потому что он дороже, чем тридцатник. Ой, чем двадцатник. Опять же, вопрос, как они будут рассчитывать это дело, но при любом раскладе всегда считайте таможню. Если вы покупаете в локалке где-нибудь, у вас есть возможность предзаказа не на Алихе, будет круто. Нет, таможня будет лейджер реальная, то есть ты вычитаешь примерно 22 тысячи из этих 30 и на 8 тысяч накидываешь 15%. Никто тебе не будет накидывать на 40 эти 15%. Ты тоже не передергивай. Надеюсь, что они не увеличат ее, кстати. Вот прям надеюсь. Норм звук слышно хорошо, лучше стало лучше. Но так и так норм было. Спасибо. Не забываем прожать лайк, повторяюсь, никаких донатов. По возможности подпишитесь и на телегу, и на YouTube, где мы таким образом их жарим. Но видите, как все долго и мучительно. То есть мы с вами ведем стрим уже 68 минут. Ну, не 68, сколько мы ведем стрим? 29 минут, и у него уже больше половины было скачано, и он еще только компилирует файлы. К сожалению, X7 это пока не пушка-бомба-гонка. Неважно, если на iPhone 4К 60 FPS, важно, что сейчас есть. 882 должен быть лучше. Samsung на рынке бюджетников собаку съел. Samsung это популярный просто-напросто бренд, но Poco, скажем прямо, он тоже довольно популярный. Вот опять же, вот постановочное фото, 50 мегапикселей, 20 мегапикселей, хорошие, красивые освещенные объекты, правильная выбранная постановочная фотография, она вполне возможно может быть даже и на этот фотик, но где вы найдете такую модель, где вы найдете это место, где вы поймаете это освещение, там по-любому рефлекторы еще помимо этого, там стилистов 50 работало у каждой модели. В общем, еще раз, кстати, повторяю, как продают смартфоны вот по съемке. Это красивая девушка и постановочное фото. Все, неважно, красивая, хорошо он фоткает, нет, портрет будет у всего дороже 15 тысяч рублей с красивой моделью на постановочное фото. Крутой. 7320 Ультра. Окей, я сейчас вам его покажу. Но чего у нас? 45 ватт зарядка, 52 минуты. Значит, все-таки 55 у меня он заряжался, а не 45. Ну, а еще раз перезаряжу. Потому что у меня ну, неважно, в обзоре все расскажу, еще, может, на стриме будем заряжать. Как ты Poco F7 Ultra выйдет? Я думаю, нет. Они не... Зачем им менять линейку? Мне кажется, их и так все устраивает. Низкое напряжение, там, понятно, при минус... В общем, для холода норм, NFC есть, сканер отпечатка пальца есть, инфракрасник есть, разумеется, стерео есть, но вы ничего не удивили, в принципе. Да, красивые девушки всегда на фотографиях хорошо продаются, как и устройство, на которое ты это дело фотографируешь. От какой суммы начинают хорошо снимают видео? Wizard, смотря для чего. То есть, если вы планируете не на YouTube снимать, а какой-нибудь Zen, там, ВК, Рутюб или еще что-то, там любая мыльница. За 150 долларов покупай, потому что качество видео там, в принципе, после сжатия такой шлак, что можешь просто говорить, я снимал на суперзеркалку какой-нибудь там Sony FX6, но вот так получилось. А если ты хочешь для YouTube снимать,
У меня есть топ-10 по видеосъемке и смотри. Но там тоже все будет зависеть от прямых рук. $300, в принципе, но Poco X7 точно не про нее. 249 баксов. Короче, 8256, 249 баксов, это если он будет дешевле 24, я сегодня куплю их 3. Я не шучу. Короче, я покупаю, ну, скорее всего, значит, я Poco X7 буду разыгрывать. Потому что они получаются дешевле, чем Poco X6 Pro. Вообще очуметь. Они дешевле, чем Poco X6 Pro. Как так может быть? Как так могло произойти? Я покупал Poco X6 Pro дороже. Верните время вспять. А нет, 27 700. Ну да, Poco X6 Pro. Кстати, Poco X6 Pro вы увидите в ролике в моем, лучше или хуже. Лучше. Ну вы поняли. То есть, если у вас есть возможность... Если у вас есть X6 Pro, есть смысл переходить только на X7 Pro. Николай Крысь, это пока товар распродан, подожди чуть-чуть. Чуть-чуть подожди. У меня не пишет, что товар распродан, кстати, на Poco X7 Pro. Или ты имеешь в виду Poco X7? Перезагрузи страницу. Что у меня пишет, вот промокодик, все дела. На Poco X7 Pro, сейчас на X7 проверю. Телеграм-канал скидок, я скидывал промик на X7 Pro. Может быть, будет работать, надеюсь, но не факт. А по поводу Poco X7, может быть, там и правда ссыль сейчас печальная. Сюрприз. Еще раз, мы когда нет в продаже пока пишет. Все будет. Терпите, coming soon написано же. Если coming soon написано, значит будет. Хотя мне кажется, они там вроде бы 17 числа его каким-то образом собирались пиарить. Я не уверен, кстати, когда будет ценник нормальный на них. Потому что вроде бы они не хотят продавать на Алихе. Вроде бы. Почему, я не знаю. Так странно тоже. X7 Pro есть. Но мне без разницы, в принципе. Я все равно хочу больше про Poco X7. Я вас также советую настраиваться на X7, не настраиваться, на X7 Pro только настраиваться. Но опять же, это мой взгляд. Дизайн. Короче, вы должны радоваться от дизайна Poco. Лимиточка. Кто хочет лимитку Poco X7 Pro? Это как Ferrari от Redmi, да? Примерно такая же история. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто зашел. Донаты не нужны, подписки как хотите. Лайк поставили, мы вам безумно будем рады. Почему пропала страничка товара? Понятия не имею. Дмитрий, а вы зачем к нам пришли? К Xiaomi? Poco F6 или X7 Pro? Понятия не имею. Наверное, все-таки за одни деньги F6. Можете меня сразу, но F6. Слишком много надписей на лимитке. Да. Но зато, видите, какой-то... Вот опять же, лучше бы триггеры придумали туда. Так интересно, получается, здесь у нас грани не прямые, с закруглением, а там, получается, грани у нас прямые. Через 25 минут продажи. Будем смотреть. Ну, подождите, Серджио, когда зафиналится это, вот для лимитки $369. Купить лимитку, чтобы потом в роликах... Ну, кстати, как фотка вообще отличная. То есть, если чисто как походить без чехла, я, к слову, ношу смартфоны без чехла. Это неразумно, но это эффективно. Вы заметите, весь этот стрим у меня устанавливается Genshin Impact. Это, к слову, почему... ладно. Вот так вот все тестируется. Угу. Дмитрий, очень многим важен цвет телефона. Потому что если ты, допустим, без чехла носишь, ну вот глянец такой не поносишь. Вот это вот дело кожзам уже можно носить.
Понятно, что он там погибнет, еще что-то, но вот сегодня можно. Как думаешь, камера лучше в K70 Ultra или X7 Pro? Я думаю, Владимир, надо на данной прошивке, которая сейчас у них, сравнивать, а не вот не просто делать заключение. Датчик приближения мы сейчас проверим. Закончится компиляция шейдеров. Мы пройдем в HW Info и проверим датчик приближения. Да, кстати, написали бы еще датчик. 9 числа, старт продаж под GTM плюс 8 часов. И чего? И чего, и все, что ли? Нет, ну так неинтересно. Серьезно? Они по репиту пошли. Так, мы будем мучить смарт или нет? С этим репитом. Да или нет? Пишем. Жарим сегодня X7 Pro? Да, можно. Сир Керок. Можно. Преза закончилась, все. Ну, хотя бы это было быстро. Плюс им в карму. 37 минут вообще прям быстро. Молодцы. Мы ждем компиляции шейдеров и потом начинаем мучить этот смарт по полной программе. Напоминаю, что Poco X7 Pro будет сейчас нами экзекутирован. Но единственное, я отключаю тогда звук. Кому надо, сейчас досматривает великолепную картинку с, еще раз, с тем, что Dimensity 9420 лучше, чем прошлый Dimensity, о чем вы прекрасно догадываетесь. Не забываем прожать лайк, может добьем 1000 лайков, будет мини-рекорд на канале для стрима. Я вам скажу спасибо, потому что это мы делаем крайне редко. На некоторых аккаунтах пишет товар распродан. У меня тоже пишет X7 товар распродан, а у кого-то пишет не распродан, да, я правильно понимаю? Почему у меня пишет, что он распродан? Это подстава. Ну, X7 я вот X7 Pro бы закупился бы сейчас. Прям по жести. Уже началась продажа или нет? Прям много бы купил. Как думаешь, стоит ли доплачивать до X7 Pro или обычный X7? Однозначно стоит. То есть, если вы хотите что-то покупать, покупайте сразу нормальное устройство. Потому что X7 он красивый, но даже вот смотрите, Wi-Fi я тестирую. Сейчас я тестирую Wi-Fi. И он у меня грузит вот прям 3 мегабайта, когда все грузят 15, 17, айкушки 20, 30. То есть, да, очень круто, да, может быть, они допилят. Но вот сегодня, что я вижу? Я опять вижу какую-то лабутень. Все очень круто, но вот и закругленные грани. К чему это эксперименты? Дизайн Бамблби, не знаю, там, Жужу, не знаю, какая-нибудь там пчела, круто, может быть. Но, как бы правильно мне сказали, я бы тоже это сказал, вот это вот цыганщина, вот эта золотая штука. Когда я говорю цыганщина, мне многие говорят, что это я говорю про форму. Нет, я говорю именно про золотистые цвета. Я не люблю, вот кто напишет, поставьте плюсики, кому нужна, вот у меня в основном аудитория 95% минимум, это мужчины. Вот реально, кому нравится золотистая вот эта штука. Эта мода мне 41 год прошла, когда мне было, не знаю, там лет 14. То есть, ну реально лет 25 назад она прошла на вот это вот дело. Черно-оранжевый. Вот причем здесь золотистый цвет? Отстаньте от вот этого вот а-ля мы все болгары. Ничего плохого в этом нет, но люди меняются и хочется чего-то другого. Мне так кажется. На Али цена поменялась. Ну-ка, жгем или не жгем? 334. Нет, не поменялась у меня цена. Я не знаю, у кого поменялась, у меня нет. Мода возвращается. Да она никуда не исчезала. Просто мне кажется, что представителям Китая им очень нравится это дело. Все еще идет компиляция шейдеров. Возможно, через 5% мы увидим наконец-то Genshin, и мы сможем измерить нормально Antutu, измерить нормально яркость, помучить его по полной программе, посмотреть шим, датчик приближения и все остальное, чтобы я это дело по второму разу не делал. Да? Игры я тем более все скачал, это уже последнее, уже поменялось, а у меня нету. Почему у меня не поменялась на Али цена? Скиньте мне в личку в телегу, у кого поменялась она уже. У кого? Пожалуйста. Потому что я не вижу нового ценника. Вот хоть убейте меня. Может, я вспышку... Не, стопудово на моем аккаунте ее нет. Притом
По-моему, их несколько контор продает. Несколько. Но вообще в 16.0 должна начать старт продаж. Не путайте меня, в 16.0 старт продаж. Старт продаж 16.0. X-Pro на Алике у меня 30 тысяч рублей, 8256. У меня поменялось, у меня нет. Ну, значит, все зависит от АКа еще, потому что у меня не поменялось ничего. А количество продаж 0. Еще раз повторяю, скиньте мне, где вы это видите. Мне кажется, что это... Или вы имеете в виду, когда вы заходите уже в покупку? Ну-ка, сейчас попробуем. Еще промики не забудьте собрать все, потому что, может, они исчезнут сейчас. В ТГ скидок, напоминаю, еще $25 есть скидон. Может быть. Да, у меня тоже поменялось. 32 300 на 12 250. А почему 32 300? Я хочу ниже. У меня 32, 12 256, 8 256. Ну-ка. Ну-ка. Как обещали. 30. Не, ну это лабутень. Где? Я сейчас, может, попробую еще промик свой применить. Кстати, я же там промик добавлял. Если у нас получится, то будет топ. Так, сейчас мы заходим, и потом я уже измеряю шим и все остальное. Потом сразу датчик приближения, наверное. Не будем никого мучить. Я думаю, что интереснее всем это датчик приближения, правда? И промик применен. Цена ниже не стала. Что за лабутень? Скидка продавца и все. Так, ну я подожду еще тогда 17 минут. Может быть, цена будет ниже. Короче, да, ценник мы видим только, получается, чуть позже. Не забываем прожать лайк. Все, Genshin запустился. Разумеется, все это дело мы будем через Wild Boost. Понятно, улучшение изображения не надо. Расширенные настройки Wild Boost. Посмотрим, что там в GameSpace нам предлагают. Быстренько. А потом мы перейдем вот в такой формат. Только нам уже не нужен пока. Правильно? Нам нужен только смартфон. Смартфон и микрофон. Все. Так лучше? Так скажите, интереснее уже. Не забываем прожать лайк. Пока все-таки замученный, достоин вашего лайка. Хотя он еще толком не мучился, но все в перспективе. Так, ничего тут нового я не вижу. Почему-то все по умолчанию. Высокое качество. Больше не спрашивать. Сбалансировано, настроить. То есть можно все выставить. Можно вообще 720p поставить. Разврат. Неактивную область увеличить. Восстановить настройки по умолчанию. Все. Восстанавливаем настройки по умолчанию и выходим в нашу прелесть. Наша прелесть это... Кстати, кружочек... Давайте я запишу сразу кружочек в телегу. И потом я ее бахну, и потом мы будем его уже мучить. Потому что это интересно. Так. При использовании приложения. Кружочек на Poco X7. Насколько хорошо вы меня видите, насколько хорошо слышите, оценивайте сами. Но у нас сейчас идет стрим. Вот. Стрим. И 350 тысяч различных вещей параллельно. Так, у кого-то 38, у кого-то поменялась цена. Сейчас мне скинули, спасибо. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. И я вам безумно благодарен, если вы просто клацните палец наверх и помните, что подобный контент на все устройства, что я покупаю, их бешеное количество. Я думаю, что кто-то мой канал знает все-таки. Поставьте плюсик, кто знает мой канал. И минус, кто первый раз пришел, вообще не слышал даже о нем. Мне просто очень интересно, реально интересно. И я надеюсь, что вам будет тоже более-менее. X7 Pro тоже будет народным. Но он уже народный, если он будет 27 стоить в минималке. Так. Сами, но у нас сейчас идет... Вот, смотрите. Так.
В принципе, не тормозит пока ничего. Напоминаю, что все это будет постепенно оптимизироваться. Напоминаю, что вот эта вот телега, в которой я записал кружок, это где-то вот в прикрепленном сообщении плюсики. Да, все практически, все со мной встречались. А где минус? Я безумно рад, что вы дошли, рад, что мы продолжаем что-то мучить, рад, что у нас есть возможность вот это все получать, что они не забили, китайцы, что они все равно что-то делают, и давайте будем честны. То, что у них генератор идей работает, нам только на руку, потому что как только перестанет быть конкуренция, то есть, допустим, какие-нибудь те же самые, не знаю, только американцы останутся со своими пикселями, какие-нибудь дешевые выпустят, или европейцы там с DM чего-то там. Хорошо, что есть не только iOS, но и Android. Хорошо, что помимо Android есть еще бешеное количество смартфонов различных брендов. Там Xiaomi со своей китайщиной. Не китайщиной, а рекламой, но с загрузчиком, который можно разблокировать. Huawei даже с супер древним процессором Android 12 версии. Потому что это все позволяет нам каким-то образом функционировать и интересоваться. Вот смотрите, идет у нас самый важный момент. Барабанная дробь. Не буду вас мучить. Гироскоп. Так, не буду вас мучить и включил гироскоп. Приближение. Ха-ха-ха. Ну все, я увольняюсь. Я увольняюсь. Все поняли. Поставьте 3 плюсика, кто понял. Вот кто-нибудь понял? Не забываем прожать лайк. Кто-нибудь это дело понял? Мне, по сути, ботов накидали. Ну ладно. Пожалуйста, кто кинул ботов, уберите, пожалуйста, в просмотрах людей, которые боты. Ну, в общем, все поняли, да? А кто не понял, поставьте плюсик. Кто не понял, честно? Кто не понял, что я сейчас сделал? Да, датчик у нас виртуальный. Либо это глюк, но я буду дальше мучить, и это, конечно, фаталити просто. Какого лешего? Какого лешего они ставят виртуалку? Кто мне накидывает ботов? Ну, что за люди, а? Ладно, все равно увижу реальное количество. Кстати, чтобы вы знали, вот сейчас показывает 3700, но технически все равно эти люди не будут показаны на основном канале. X7 Pro плюс Марина. Всем огромного спасибо, что пришли. И не забываем прожать лайк. Будет 1000 лайков, будет очень круто. Так, 759 яркость, но мне кажется, что он просто устал. Мы можем ему дать чуть-чуть отдохнуть, чуть-чуть. Хотя он, если честно, вообще не нагретый. Это не баг, это фишка. Нет, он не хуже чего. 4К как-то многовато. Вимерский, 100% больше 500 человек нас, но вот накидывают ботов, может быть, чтобы потом закинуть какие-нибудь жалобы. Я не знаю для чего. Но для чего докидывают ботов? Расскажите мне, пожалуйста. Потому что я не в курсе, для чего это делается. В корзину мусора. Спасибо с таким... Ну, вот что есть. Что есть, то и показываю. Может, 7 Pro не так. Во всяком случае, где-то через 10 минут Donation, сейчас проверю Donation. Где-то через 10 минут будет ясно насчет цены. Потому что если цена будет 27, я сразу покупаю несколько. Вот. Надеюсь, что, скажи, они оба из пластика. Ну, X7, да. X7 Pro, я думаю, тоже, учитывая стоимость. Вряд ли они сделают не из пластика. Big Mac, а почему, каким образом в онлайне рубанется канал? Это не тепло, не холодно от каналу от этого. То есть я не помню, чтобы YouTube каким-то образом напрягался от этого. Главное, чтобы поставить, что у тебя только подписчики могут писать комментарии, и все. Цены нормальные.
Так, ну что, 3 прогона в Антуту. Меня напрягает стримы, вот поэтому я на этом канале не делаю стримы, потому что вот это вот количество ботов я не вижу смысла вообще делать. 3 прогона, яркость. Не успел, но сейчас покажет. Ну, плюс-минус мы уже проверили, 700 с лишним. Вообще, вот датчик приближения отбил желание проверять наглухо. Честно, если. Что деньги у человека кончились, почему 6000 ботов только? 6500. Где еще 1015? Вот таким образом и нагоняют ботов на стримы разные у людей. Ну, у нас в пике было 1060. Какие магниты, сформулируй. У X7 Pro водопад нет. Нет, Алекс, это точно не ажиотаж, потому что иначе бы было больше сообщений. Да, ну не 6000, 5500 ботов есть. Donation сейчас отключу, кстати, включу. Так. Канал. Ну что, первый антутовский прогон. Ну все уже, видите? Да, не забываем прожать лайки, чтобы мы примерно прикинули, сколько у нас в онлайне. Даже iPhone 11 мощнее, чем Poco X7. Ну давайте будем честны, что iPhone 11 уже плохо, как минимум. Я, кстати, не понимаю, зачем... Почему ты молчишь? Я пытался понять, как убрать ботов, и все равно не понял. Зачем нагоняют? Наверное, чтобы жалобы кидать, только я не совсем понимаю, почему. То есть, опять же, без страйков на канале, на одних жалобах на стрим, ну, бахнут стрим и все, максимум. Обычно кто-то прикалывается. Апоссум, привет. Насчет АОДа мы сейчас проверим. 3 раза мы прогоняем Антуту и потом прогоняем уже... Запись звонков проверим. Проверим. Но мне кажется, что там должна быть. В Поко обычном же есть. С чего здесь не будет. А интересно, вот эти вот боты, они бесплатные или нет? Конкуренты, которые обзор делают на мобилу. По итогу решили 12256, цена адекватная, разумеется, где-то 27. 27 прям жирная цена. Если они реально, вот они анонсировали 27 700. Мы помним про курс. Курс все-таки для китайской платформы 120, для, получается, глобальной платформы 106. Можно, но ты уверен, если есть у нас маленькая-большая проблема с датчиком приближения? Я не уверен. Не забывайте прожать лайк за труды, чтобы мы примерно прикидывали, сколько людей приходило на стрим. Это завистники Тедди. Я не совсем понимаю, зачем просто накидывать в онлайне, когда... Видите, у нас больше 1000 было в онлайне человек, поэтому и накинули. Да, вот так вот. Так оно и все и бывает. В 2017 году нагоняли на ролик ботов, чтобы попасть в рекомендации. Это не работает, Алексей, когда у тебя iPhone в стриме. Боты платные. А зачем тратить деньги на ботов? Xiaomi берите ботов. Заберите ботов, да. Майки, мы не обсуждаем ни политику, ни религию, ничего остального. Почему Pro стоит 38? Ждите. Подождите, 38 он стоит в Official стандарт, он стоит 30.
30-250 и еще 4 минуты до старта продаж. Еще раз 4 минуты еще до старта продаж, обратите внимание. eSIM есть или нет, все проверим. Вот сейчас мы 3 раза прогоним его в Antutu и потом все остальное. Будем все равно по схеме. Чтобы вы понимали, Константин, как мы поняли, нет. То есть, как работает физический датчик приближения в данной программе HW Info, я сейчас вам покажу. К сожалению, я знаю, как он работает, вы знаете, как он работает. И это печаль. Печаль, что он здесь не особо работает. Не шикарно, мягко скажем. Так, установить. Delos, что 900? 32 лайка осталось. Не забываем прожать лайк за донейшены, если кто-то там кидал. Спасибо, я сейчас их прочитаю. Donation Alerts. Донаты. Сражение брендов, походу, как-то выглядит. Я не знаю, как сражение брендов выглядит. Выглядит, как будто у кого-то очень много денег, чтобы покупать ботов. И я не совсем понимаю, для чего, потому что, еще раз, YouTube ботов не считает. Так, это не то, что я начал сразу вам спеки показывать. Может быть, я сегодня еще прожарю еще одно устройство, либо завтра с утра. Мы с вами, как говорится, решим. Датчики приближения. Вот смотрите, вот как он должен работать. Здесь он работает как виртуальный. Вот и все, не как физический. 4 лайка, и мы победим всю эту ботаферму. Датчик беда. Боты прислали Realme. Да, может быть. Может быть. Но, во всяком случае, будете знать, что Xiaomi никто не любит, как и мой канал. В принципе, что это неудивительно. 760 люксов. Но таким образом канал не вальнуть. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы вальнуть, потому что больше 2000 роликов. Никакого контента, который не касается железок, здесь нет. Ну, посмотрим. Существует ли фильтр ботов? Поэтому, как правило, боты — это аккаунты, созданные в течение суток. Фильтр отсеивает их. Бот стоит недорого. Можно 1000 штук за 500 рублей купить. Да, но их, мне кажется, очень быстро банят. Зачем брать Poco X7, если есть OnePlus Nord SE 3 с AMX 890? Мне интересно, почему боты не приходят на канал для стримов. Вот это вот странная тема. Но опять же, поэтому я и сделал 3-й канал. Да, за 1000 лайков огромное спасибо. Можете еще прошимать, кому не лень. Можем продолжить это на канале для лайв, для стримов, если здесь уже, в принципе, mission accomplished. Потому что датчик приближения мы проверили, но остальное и так понятно. Уже покупать? Нет, еще раз, 16:00, сейчас 15:59. Что ж за люди-то пошли? Вы даже заходите когда? Через 1 минуту старт продаж. 1 минуту. Света Логинова, что ура? Ура, что еще кто-то потратил на меня несколько тысяч рублей для того, чтобы купить ботов, чтобы меня понервировать. Все, 27 619. Жир. Берем. Берем кто как хочет. Я беру. Я беру и горжусь этим. И постараюсь взять не один, а несколько. Вот. Да, у каждого своя миссия. Кто-то ботов покупает, я телефоны пока. Пока не заняты. Саша, сделай обзор на Infinix. Может быть. Не входили в этот телефон, что-то в нем такого, не знаю, что там классного. Пока все норм. Закройте, откройте глаза, видите? Когда он появится в наших магазинах, понятия не имею. Не имею ни малейшего даже близко понятия. К сожалению, 29 900. Нет, у меня получилось 27 600. Кстати, надо поменять, когда я куплю все-таки. Сейчас я куплю и поменяю. Сейчас мне смс-очка должна прийти. Ходил с X6. Все, кроме автономности, понравилось. Ну, видите, 1000 лайков-то набили, только мне продолжают набивать этих ботов. Цену снизили, да, 27 16. 27 619. И это хорошая цена. Можно, кстати, закреплять.
Мне не кажется, что он будет намного дешевле с курсом с этим. Потому что, смотрите, сейчас по 25 X6 Pro продается. Жир. По 25 сейчас продается X6 Pro. А X7 Pro по 27. Это вообще прям цвет, блеск, красота, мечта. Опять же, у вас может быть другой взгляд. Как вы считаете, ну вот какой рекомендованный ценник? 27 619 это... Я не знаю, какой там датчик приближения, у меня его еще нету. Рамзес, а чем это грозит? Вот окей, прибежали боты, потратил кто-то деньги. У меня ни разу не было с этим проблем, но вообще вот чего добиваются, кроме деморализации? 15 делить на 110. Ну, короче, $250 это прям очень круто. Не говорили, какая версия на андроиде? Нет, еще мы не смотрели это. Я говорю, мы 3 раза в Антуту его прогоним, а потом уже будем смотреть. Олег Олегович, реально в онлайне человек 800, сейчас 600. И огромное спасибо всем, кто пришел. Не забываем прожать лайк. Кто это делает? Я не знаю тебя, но up to you. Детский сад, трусы на лямках, я называю это так. На падающем ютьюбе еще и приходить его кошмарить, это, конечно, детский сад. Просто детский сад. Может быть, у вас другой взгляд. 32 619. Нет, у меня получилось, еще раз повторяюсь, 27. 27 619, да. Кстати, я сейчас проверю, можно ли еще раз по 27 619 его купить. Или невозможно это. Мне самому интересно. Можно ли покупать несколько раз. Зеленый, черный. Сейчас еще раз возьму. Попробую. Угу. Пять секунд. Да, можно еще раз. Короче, можно несколько раз покупать по 27. Как там придет налог, я не знаю. Я, может, даже 3 раза куплю. Короче, скорее всего, я X7 Pro буду разыгрывать теперь, если я куплю 3 раза. Не подключать. Так, 2 раза купил. 2 раза купил. Сейчас попробую 3. Если 3 раза получится купить, то вот прям стопудово 3 месяца точно смогу разыгрывать после там пары месяцев. Да, 27 619 и еще раз. Версия на 512, 25 это как? Ну, сейчас посмотрим, подождите. Короче, третий смартфон пошел. Разной доставкой, там есть 2 доставки. Да, не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, что зашли. Все, 3 смартфона я заказал. Посмотрим, как что отправят. Отправят, еще закажу. Но X6 Pro у меня еще 3. То есть еще 3 месяца буду X6 Pro разыгрывать. Потом X7 Pro, наверное. Так же правильнее? Роман, ну пока мне их еще не отправили. Последние 2 X6 Pro мне просто тупо не отправили. Поэтому рассуждать, что кому-то фартанет. С тебя деньги спрашивали, значит бесплатно. Как-то спрашивали, я QR-код сейчас для кого сканировал телефоном. Где бесплатно? Ссылку дайте. У меня обычного-то нету его. У меня нет X7 Pro.
Ждем X7 Pro. Там же глобальная версия. Пока не бывает не глобалок. Бывают индийские версии, но во всяком случае я не читаю все сообщения. К сожалению, у нас все равно сейчас в онлайне минимум человек 500. И есть ли смысл переходить, я пока не знаю. Скорее всего, да. Но если у вас работает нормальный X6 Pro, зачем, я не знаю. Не нашел нигде лимитку, я тоже ее не вижу. Скорее всего, она будет где-нибудь там для Китая. Почему для китайского рынка? Нет, лимитка должна быть где-то появиться. Увидим. Но я не знаю насчет 12512. Я 8256 покупал. 3 штуки. 3 штуки двумя разными этими. Почтой и еще чем-то. X7 Pro, я не знаю, виртуальный датчик или нет. В X7 я показал. Antutu Monster. Да. Не забываем прожать лайк. Может, набьем 1100, будет круто. $683. Это уже второй прогон или первый? Короче, это прям скромненько. Очень скромненько. Но, с другой стороны, у нас и температура особо не повысилась. И 700 люксов, 770 как было, так и осталось. 2 прогона еще сделаем, потом уже будем думать. $269, ну то на то и выходит. Но 27 619 это получается примерно $250. Цена бекнулась назад. Куда назад? Ну-ка. Значит, продали достаточное количество смартов. Сейчас посмотрим. Нет, еще не бекнулась она. 8256 еще есть. Давайте еще один желтый возьму. Подождите, а желтого нет, что ли, 8256? Показывает 2 продано, хотя только я 3 купил. То есть, ну что за разводняк вообще? Я не понял. Я как-то не понял, ну ладно. Откуда столько народа появилось? Это боты, я не знаю, для того, чтобы лупануть каналы или для чего еще, но чтобы деморализовать, наверное, народ. С другой стороны, как мы стримили, так мы и стримим. Ничего не меняется. Ну, ты не использовал купон, надо просто было дойти до момента, когда ты покупаешь. Ну да, у меня, кстати, получается, показывает все равно 30 уже. Все, на 3-й раз уже, на 4-й 30-ник показывает. Подлая штука. Я сейчас еще, может, промокоды найду. 3 смартфона я купил по 27, получается. Мне кажется, практично брать за $250 что угодно. Потому что я говорю, я с этим Poco X6 уже намучился при попытке купить тщетный. Так, зеленые, черный. Попробуем еще раз черный. Не хочет. Все равно 30-ник показывает. У кого меньше 30-ки показывает? Количество лайков нормально, а почему нет? Ну, видите, уже ботов нагнали. Главное, что сообщения запрещены, а все остальное мелочи жизни. Так, короче, ввиду нападения ботов, я сейчас этот стрим заканчиваю, буду продолжать на основном канале, потому что, да, могут, так как они докупают, создать проблемы. Но вы теперь видите, что мой контент не хотят видеть другие, может быть, люди, которые любят технику. Можно сказать, в каком-то смысле они победили, но что мы выяснили? Что датчик приближения здесь виртуальный. Сейчас я благополучным образом перенесусь на Польза стримы канал, и там мы сможем с вами продолжить. Всем огромное спасибо. Жарить я его продолжу на канале Польза стримы. Чувака, который набирает сейчас упорно
ботов. Зову туда, там мне вообще не важно, что ты будешь делать. Девайсу пока нет от меня, потому что датчик приближения виртуальный. Неважно за какие деньги, за 27 тысяч круть. Да. Вот теперь видите, какие люди бывают. И какие каналы бывают. Не хотят они нас смотреть. Любыми способами и средствами убрать контент с онлайна. Пишем. Всем счастливо. Через, получается, 10 минут старт стрима на пользу стрима. То есть это начало, там будет продолжение банкета. Если есть какие-то вопросы, приходите туда. Я знаю так, сколько Битман. В онлайне было 1100 в пике. Я же видел. Рангейм девайсу от меня, предварительно повторяюсь, не могу сказать, потому что датчик приближения, скорее всего, виртуальный. Будем разбираться дальше сейчас на стриме. Переподключаюсь. Всем добра.